Привет, дорогие друзья! В этом видео я хочу показать вам, как связать вот такой великолепный, красивый, замечательный ажурный узор спицами, напоминающий крупные листья с прожилками. Такой эффект получается из-за чередования лицевых и изнаночных петель. И по этой же причине, чтобы узор не стягивал полотно, спицы следует выбирать немного больше размером, чем того требуется для данной толщины пряжи. Кстати, если вам нравится узор, но хочется убрать излишнюю дырявость узора, можно провязывать накиды скрещенными. От этого сам узор ничего не потеряет, только будет выглядеть более плотным. Узор, схема узора очень простая. С такой схемой справится любой начинающий любитель вязания. Друзья, перед вами схема узора. Какие условные обозначения мы видим на этой схеме? Кружочки – это накиды, горизонтальные черточки – это изнаночные петли, вертикальные черточки – это лицевые петли. Вот такая черточка с наклоном влево – это две петли, провязанные вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. Черточка с наклоном вправо – это две петли вместе, провязанные одной лицевой петлей с наклоном вправо. И все. Схема очень простая, других обозначений на схеме нет. Как вы видите, на схеме указаны только нечетные ряды. Это лицевые ряды и при поворотном вязании, и при круговом вязании. И они всегда и при круговом вязании, и при поворотном вязании вяжутся справа налево по схеме, то есть по ее условным обозначениям. Четные ряды на схеме не указаны. При поворотном вязании они вяжутся слева направо по рисунку, то есть как смотрят петли. Видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды провязываем при поворотном вязании изнаночной петлей. Четные ряды при поворотном вязании являются изнаночными рядами. Раппорт узора вверх по вязанию состоит из 40 рядов. Провязав последний 39 лицевой ряд по схеме, по ее условным обозначениям, справа налево, вы возвращаетесь по изнаночной стороне слева направо. Это будет 30 изнаночный ряд. Вяжете его по рисунку. И далее повторяете вверх по вязанию с 1 по 30 ряд. Столько раз, сколько вам это необходимо. С 1 по 30, с 1 по 30 и так далее. Вверх по вязанию. Раппорт узора в ряду составляет 30 петель. Здесь указана еще одна петля для симметрии узора. Вот она. Это 31-я петля, это петля для симметрии. Она вяжется только один раз в конце ряда. То есть вы вяжете 30 петель, 30 петель, 30, столько раз по 30 петель, сколько вы набрали раппортов. И только в конце ряда один раз провязываете эту петлю для симметрии. Здесь она лицевая, в лицевых рядах. Соответственно, в изнаночных рядах она провязывается изнаночной петлей. И в изнаночных рядах она является первой петлей, в лицевых последней петлей. Для того, чтобы набрать нужное количество петель для вязания этого узора поворотными рядами, ваше количество петель должно делиться на 30, то есть на число петель раппорта должно быть кратно 30. Плюс вы добавляете еще одну петлю для симметрии узора.
чтобы узор был одинаковым в начале полотна и в конце полотна, чтобы он был зеркальным. Плюс вы добавляете еще 2 кромочные петли. Этот узор можно вязать, конечно, и по кругу. При вязании по кругу все нечетные ряды являются лицевыми и вяжутся справа налево по условным обозначениям схемы. Четные ряды также являются лицевыми, и четные ряды также вяжутся справа налево, но по рисунку, как смотрят петли, видим лицевую, вяжем лицевую, видим изнаночную, вяжем изнаночную. Накиды провязываем при круговом вязании лицевой петлей для того, чтобы набрать нужное количество петель. Для вязания по кругу ваше количество петель должно делиться на число петель раппорта, то есть должно быть кратно 30. Петлю симметрии набирать не нужно при круговом вязании, и кромочные петли при круговом вязании также набирать не нужно. А теперь, друзья, давайте вместе свяжем образец такого красивого узора листья с прожилками. Крупные листья с прожилками. Самым обычным классическим способом набора петель на спицы я набрала 33 петли. Это один раппорт узора из 30 петель, плюс 1 петля для симметрии узора, 31 петля, и 2 кромочные петли, 33 петли. Кромочные петли не указаны на схеме. И провязала один изнаночный ряд всеми изнаночными петлями. Первую кромочную петлю я снимала, последнюю провязывала изнаночной бабушкиной петлей. Я вяжу бабушкиным способом вязания. И этим я перешла на лицевую сторону работы, где у меня красивая косичка на лицевой стороне, косичка наборного ряда. И далее начинаем вязать узор по схеме. Друзья, схема очень и очень простая для вязания. Подходит для самых начинающих любителей вязания, кто только впервые взял спицы в руки. Я всю схему провязывать с вами не буду, но объясню, как провязывать узор по схеме. Итак, первый лицевой ряд вяжем справа налево по условным обозначениям схемы. Кромочную петлю, которая здесь не указана, снимаем. Далее идут у нас 3 лицевые петли. Провязываем 3 лицевые, 1 лицевая, 2, 3 лицевая петля. Далее идет на схеме изнаночная петля. Провязываем изнаночную петлю. Далее идет обозначение палочка с наклоном вправо. Это 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном вправо. Я вяжу бабушкиным способом вязания, и у меня правая стенка петли находится за спицей. Правая сторона петли, правая сторона петли, это ее правая стенка. При бабушкином способе вязания находится за спицей. Я должна развернуть эту петлю так, чтобы ее правая стенка оказалась перед спицей. То есть я должна поменять положение этих 2 петель на классическое. Для этого я переснимаю по очереди эти 2 петли на правую спицу. Завожу правую спицу сзади работы слева направо за заднюю стенку петли и переснимаю ее на правую спицу. Завожу слева направо сзади работы правую спицу за заднюю стенку петли и переснимаю ее на правую спицу. Теперь правые стенки петель находятся перед спицей. Я развернула эти 2 петли. Теперь возвращаю их по очереди на левую спицу и провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за передние стенки. Если вы вяжете классическим способом вязания, вы, не разворачивая эти 2 петли, сразу провязываете их.
вместе, заводя правую спицу слева направо перед работой, сразу в 2 петли захватываете рабочую нить и провязываете их вместе одной лицевой петлей с наклоном, с таким красивым, вправо. Далее идет по схеме накид. Делаем накид. Далее идет лицевая петля. Вяжем лицевую. Далее у нас идет блок. 2 изнаночные лицевая, 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 2 изнаночные лицевая 6 раз. Провязываем 2 изнаночные лицевая, 2 изнаночные лицевая, 1 раз провязали, 2 изнаночные лицевая, 2 раз провязали, 2 изнаночные лицевая, 3 раз провязали, 2 изнаночные лицевая, 4 раз провязали, 2 изнаночные лицевая, 5 раз провязали, 2 изнаночные лицевая, 6 раз провязали. Далее идет у нас накид по схеме. Делаем накид вот так, как обычно, от себя. Но если вы хотите, чтобы дырочки в этом узоре были как можно меньше, то есть вообще, чтобы их не было заметно, то вы делаете накид на себя. А в изнаночном ряду провяжете также накид изнаночной петлей, как и я буду провязывать обычной изнаночной петлей за переднюю стенку. Я сейчас делаю накид от себя. У меня будет узор с дырочками. Накид от себя. Далее идут 2 петли вместе одной лицевой петлей с наклоном влево. При бабушкином способе вязания я сразу провязываю 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки вот так. При классическом способе вязания вы сначала эти 2 петли должны развернуть. Для этого по очереди переснимаете их на правую спицу, как будто бы хотите провязать лицевую петлю, подхватываете таким образом петлю, но не провязываете, а переснимаете ее на правую спицу. Заводите правую спицу слева направо за переднюю стенку петли, как будто хотите провязать лицевую петлю, но не провязываете, а переснимаете ее на левую спицу. У вас теперь правые стенки, которые находились перед спицей, оказались за спицей. Вот петля, вот ее правая стенка, правая сторона. Теперь она оказалась за спицей, а была перед спицей при классическом способе вязания. Возвращаете теперь эти 2 петли на левую спицу, вводя левую спицу внутрь каждой петли. И теперь, как и я, провязываете эти 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки с наклоном влево. У меня бабушкин способ вязания, поэтому у меня правые стенки петель уже за спицей. Мне разворачивать петли не нужно. Накид придерживаем пальцем и провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей за задние стенки. Вводим правую спицу внутрь этих петель, сразу 2, захватываем рабочую нить и провязываем 2 петли вместе одной лицевой петлей вот с таким красивым накидом влево. Далее идет у нас по схеме, смотрим на схему, далее идет обозначение изнаночной петли. Идет изнаночное обозначение, вяжем изнаночную петлю. Далее смотрим на схему. Идут 2 лицевые петли. Вот у нас здесь заметна черта, которая отделяет раппорт узора. Вот он выделен рамкой такой, более черного цвета эти линии, раппорт. То есть раппорт узора заканчивается 2 лицевыми петлями.
Провязали изнаночную и вяжем 2 лицевые петли. 1 лицевая, 2. Мы провязали первый раппорт узора из 30 петель. Вешаем после него маркер. Раппорты между собой будем разделять маркерами, чтобы не запутаться. И начинаем вязать следующий раппорт, если у вас их набрано несколько по 30 петель. После маркера опять вяжем 3 лицевые, изнаночная, 2 вместе, вправо накид, лицевая, блок, 2 изнаночные, лицевая, 6 раз. Затем накид, 2 вместе влево, изнаночная, 2 лицевые. Провязали следующий раппорт, вешаете маркер. Провязываете таким же образом следующий раппорт. 3 лицевые и заканчиваете 2 лицевыми. У меня всего 1 раппорт. После последнего раппорта, я после своего раппорта одного, вешаете маркер и провязываете только 1 раз в конце ряда лицевую петлю симметрии. И кромочная петля, которая не указана на схеме, изнаночная бабушкина петля. Мы провязали первый лицевой ряд, разворачиваем работу на изнаночную сторону и начинаем по рисунку провязывать изнаночный ряд. Второй изнаночный ряд. Вяжем его слева направо по рисунку третьего ряда. Кромочную петлю снимаем. Далее у нас идет изнаночная петля. Это была лицевая петля симметрии. Вот здесь бугорок. Это значит изнаночная. Провязываем изнаночную. Переснимаем маркер. Далее у нас были 2 лицевые петли в лицевом ряду. Здесь они у нас выглядят как изнаночная. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Далее у нас были 2 петли вместе, 1 лицевой петлей в лицевом ряду. Здесь у нас также бугорок изнаночной петли. Вяжем ту петлю, какую видим. Далее идет накид. Накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее у нас была петля изнаночная. Здесь она у нас вот косичка, лицевая петля. Видим лицевую петлю, вяжем лицевую петлю. Далее был накид. Вяжем его изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее была лицевая петля. Здесь видим изнаночную, бугорок изнаночной петли. Вяжем изнаночную петлю. Были 2 изнаночные в лицевом ряду. Здесь видим 2 косички, 2 лицевые петли. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим лицевую, вяжем лицевую. Далее была лицевая петля в лицевом ряду. Здесь вот она, изнаночная петля. Вяжем изнаночную. Далее опять видим 2 косички лицевых петель. Видим лицевую, вяжем лицевую. Видим изнаночную дальше. Это были 2 петли вместе. Лицевой в лицевом ряду. Здесь они смотрятся как изнаночная петля с большим бугорком. Провязываем изнаночную. Далее была изнаночная петля в лицевом ряду. Здесь у нас косичка лицевой петли. Видим лицевую, вяжем лицевую. Далее была изнаночная петля, лицевая петля. Вот она. Здесь она у нас изнаночная, бугорок изнаночной петли. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Далее видим косичку лицевой петли, вяжем лицевую петлю. Это была изнаночная в лицевом ряду. Далее были 2 петли вместе лицевой в лицевом ряду. Здесь такой большой бугорок изнаночной петли. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Видим 2 косички лицевых петель. Это были 2 изнаночные в лицевом ряду. Видим лицевую, вяжем лицевую. Далее была лицевая петля. Здесь это изнаночная. Видим изнаночную, вяжем изнаночную. Были 2 изнаночные, а здесь 2 лицевые
в изнаночном ряду, видим лицевую, вяжем лицевую и так далее. Можно смотреть для контроля в начале, а потом можно не смотреть, вязать просто по рисунку. Вот так видим бугорочек изнаночной петли, вяжем изнаночную. Накид видим, вяжем изнаночной петлей за переднюю стенку. Дальше у нас была изнаночная петля, а здесь для контроля можно посмотреть, если непонятно, какая здесь петля идет. Здесь это косичка лицевой петли. Вот так она смотрится здесь. Вяжем лицевую. Вот косичка лицевой петли. Далее накид провязываем изнаночной петлей за переднюю стенку. Далее видим большой бугорок. Это были 2 петли вместе. Одной лицевой петлей в лицевом ряду. А здесь видим изнаночную, вяжем изнаночную. Далее видим 3 изнаночные петли. Это были 3 лицевые петли в лицевом ряду. Видим изнаночную, вяжем изнаночную, видим изнаночную, вяжем изнаночную, видим изнаночную, вяжем изнаночную и кромочная петля изнаночная бабушкина. Мы провязали второй изнаночный ряд. Если у вас набрано много раппортов, маркер переснимаете и начинаете вязать по рисунку с 3-го ряда следующий раппорт. 2 лицевые, это были в лицевом ряду. Здесь вы вяжете 2 изнаночные, еще одну изнаночную, была лицевая, потом накид изнаночной. Здесь вместо изнаночной вяжете лицевую, накид провязываете изнаночной петлей. Здесь в лицевом ряду была лицевая, вяжете изнаночную. Были 2 изнаночные, вяжете 2 лицевые. Или просто по рисунку, сюда не смотрите. Если проверить себя хотите, можете посмотреть, чтобы не ошибиться. А так смотрите на вязание и просто по рисунку вяжете. Если бугорок видите, вяжете изнаночную петлю. Если косичку видите, лицевой петли вяжете лицевую. И так до конца ряда, повторяя раппорты, провязываете второй изнаночный ряд по рисунку, ту петлю, какую видите. Разворачиваете работу на лицевую сторону и вяжете 5-й ряд. Кромочную петлю снимаете и смотрите на каждый знак, который указан в схеме, и его провязываете. Провязали раппорт вот до этой черты. Вот здесь раппорт заканчивается лицевой петлей в 5-м ряду. Провязываете следующий раппорт, маркер переснимаете и опять вяжете 2 лицевые, 2 вместе вправо и заканчиваете лицевой петлей. То есть последняя петля, указанная на схеме, это петля симметрия. Она вяжется только в конце ряда. А вы повторяете раппорт, разделяя их маркерами, провязывая по 30 петель. По 30 петель. Вот здесь такая жирная черная черта, которой обведен раппорт узора. И так вяжете все 30 рядов схемы. Друзья, на этом у меня все. Я объяснила, как вязать узор по схеме. Я надеюсь, всем все понятно. Если узор понравился, если схема понятна, объяснение тоже понравилось, пожалуйста, оставьте ваш комментарий, поставьте пальчик вверх. А я желаю всем хорошего настроения. Вяжите с удовольствием. Пока-пока.